Нам вот рассказывают, что в Европе нет таких глухих заборов и все такое. Да ладно. Так что вполне хватает всякого. И глухих заборов, и вот таких вот кустарниковых, и маленьких заборчиков. Кто во что гораздо. Вполне нормально, что люди хотят какой-то приватности. Лужайки, народ тут гуляет. Какие-то скамеечки стоят. Идиллия. Кстати, интересно, вот они не полностью выстригают траву всю, а вот оставляют такие островки, видите? С цветочками, там, с лютиками какими-то. То есть не чистый газон. Некоторая такая нарочатая неряшливость намеренно оставлена. Ну и правильно, иначе, когда слишком все правильно, перпендикулярно и прямолинейно, это будет не очень интересно. Вот видно. Такие вот проплешинки травы остаются. Чудесно вообще, такие домики красивые. Какая-то церквушка. Но мы, к сожалению, никуда не дойдем, потому что что-то мы умотались на выставке, так что сейчас только поужинать и баиньки. Красиво, очень красиво. Сюда вернуться просто погулять. Вот мы вышли из дома Грэхэма, пройти погуляться по деревеньке по этой. Вообще это просто что-то. Do you mind me making video? Because I'm impressed with the village. Just gorgeous. Чудесно, прям так. Ух. Но мне нравится Англия. Вот я сейчас нахожу, что мне Англия нравится. Я теперь начинаю понимать, почему люди с деньгами сюда едут. Сейчас мы идем в сторону дома, где родился Исаак Ньютон. Все какое-то такое все миленькое, я бы сказал, да? Я хотел что-то подобное у себя в доме сделать, но похоже не получилось. Не получилось, да, невозможно. С моим, с обычным русским менталитетом это в принципе невозможно вот это вот все сделать. А у них такое ощущение, что оно само вот это все делается как-то. Вот эти вот заборчики, ведь эти камешки укладывали там, не знаю, там сколько лет назад. Мы проезжали, видели заборы каменные, которые сделаны из обработанного камня. И там сотни метров этого забора из обработанного камня. И это поражает, реально поражает. Вон лошадки гуляют. Ну вот типа таких вот. Сколько лет этому забору? Судя по кладке, судя по вот этим навершиям, немало. Ну, плитка новая, видно, да, асфальт. А заборчик старенький. Итак, мы находимся в саду дома, где родился и жил Ньютон. И где ему пришла гениальная идея о том, что есть такое понятие гравитации. Тут какая-то скамеечка, наверное, просто
Просто здесь он сидел. Пойдем почитаем, что там есть. Так, преодарена фамилией и друзьями Марьяма Вутертона. Сентябрь 2003. Ни хрена не видно. Ну, видно, что новодел. Ну вот, судя по тому, что вот это все яблони, но они молодые, видно, да? А вот это вот старая яблоня. И вот, судя по тому, что она огорожена, именно под ней Ньютону пришла эта гениальная мысль о том, что все у нас падает вниз в связи с тем, что у нас есть гравитация. Интересно. Вот прям вот представляете, да? Ньютон здесь лежал, когда это было 1700 каком-то году, ближе к концу 18 века, насколько я помню правильно. И пришла ему вот эта чудесная мысль. Историческое место для всех физиков, я полагаю. Итак, рисунки. Гусиное перо. Инструменты, которыми писали. И я так представляю. Это эти оловянные тарелки. Я читал в литературе о них. Ага, обогреватель. Книги. С МКС. Крупные буквы такие. 1642-727. Ага. Ну, почти как царь Петр. Солнечные часы. Камин. Здесь якобы готовили. Столовая. О. Да нет, здесь столовая. Да, это кухня точно. Она говорила, что это кухня. Раковина. Птички. Ну, естественно, все это не новое, в смысле не аутентичное, но вот они говорят, что они пытались воссоздать максимально похожее. То есть часть вещей использовали из музея Альберта и Виктории, который в Лондоне находится, который относится как раз к периоду этому. Очень похоже вот то, что у нас в наших музеях на петровские времена. Постель сэра Исаака Ньютона. Пол такой уже проваленный. Hello, hello, hello. This is the room that changed the world. This is where Isaac Newton did all his thinking about gravity and movement, and this is where he split white light to start to prove that it was made of colours. Yeah, I remember that. Yeah. So it won't be so good because of the other sunlight. Let's see. Oh, there we go. Yeah. There we go. We made that in the school. Yes, you did. The thing about Newton was that when he'd seen this, he then put the coloured spectrum back through a prism, and it came out as white light. Now, this is the room. Although you did it at school, this is where it was done first. Newton did it first here to try and prove that white light was made up of colours. I understand. Yeah, yes. So this is the room. Are you a science person? No. I'm an engineer. Engineer. And she is engineer as well. That's right. So this is the room where he created calculus, the Newtonian version, not the Leibniz version.
I don't know where your accent is from. Oh, okay, where I'm from by No. my accent. I'm not sure actually. Okay, Are you just guess. French. are you? French? Yeah. Maybe. No. Okay, if you want, I can say with my real accent, like in the movies. But it's difficult for me, right? Come on. Okay. You know how to do it. Okay. It's really difficult for me to say with an accent. Come on. Okay. I'm very proud that we are in here house of Isaac Newton. I'm still on the one side. No way. No, go on, tell me. Russia. Hello, wonderful to meet you. One of your compatriots' watch is in the next room. One of the current cosmonauts, we've got a watch that you'll see it in the next room, because we're celebrating 50 years since the Americans landed on the moon there as well. Yeah, because of course Newtonian maths. Yeah. Calculus. So Understand. in this room, when he came back from Cambridge University closed when we had the plague. The plague. Dead ahead. Okay, that's an apple. Story about the tree and the apple tree. Have you been to the apple Yeah, tree? yeah, we've seen it. The apple tree blew down. The original Newton apple tree blew in the wind in. Yeah, we saw that Yeah. the beam, wooden beam to Hold keep it up, yeah. Now that's the new apple tree that started. So the old one came down in 1815, And then the new goes from and it that grew way. up Yeah. again. Ah. Yes. So there's a bit of the story there and a It's sketch. interesting. Yes. That's so that, a transaction of the generation. and we had it tested. Not me. In the 1990s, the tree was tested for age. Now the old bit of the tree is on the ground, and there's nothing in the middle of it, so you couldn't test that. But the new bit that's being held up, it dates from the middle to about the 1880s, 1818, 1815 to 18, which is the time that it started to regrow. So the bit that's regrown has been there all that time. Okay, good. Yeah. I'm following it in to help you. And the main thing to watch in this room is, do you see that vessel, that drinking vessel? Yeah. That's a quart pot, 2 pints. And Isaac, born on Christmas Day 1642, old calendar, was a premature baby. We don't know how premature, but his mother said that he would fit into that pot when he was born. So we'll give her a little bit of licence, but she was saying, you were really small, Isaac. We used to think he was born here, but actually he was born in a house that was rebuilt here, which is a big shock to us, because 2 years ago I would have told you that he was born here. But we had some research, and there was another house here. Amazing. Yeah, and his mother's second husband rebuilt this as part of the marriage deal, because Isaac was the lord of the manor, so it was his property, not his mother's, and she was a widow. So when she remarried, she would have no more rights here, but it was Isaac's place, so she got her new husband to rebuild it for him. That's when she agreed to be married to him. It looks like a modern serial on TV. Yes, actually, yes. Like We used Santa Barbara. We used to think of it. There was 23-year-old Hannah. This man writes her a letter. Writes her a letter to say, "Will you marry me?" He's 63 and his wife has just died. And we used to think she said okay and went, but now we know she fought her corner. She got the house rebuilt, she got some money for her son Isaac, and she got her own house built just over there in that field. It's not there any longer. But once the man she married was a vicar, church minister, so once he died, his home would go to the next vicar. Now she was Mrs. Smith, she'd got nothing to do with this site, so she would have nowhere to go. So she got him to build her a house there for when he died. What a wonderful woman. Yes, so I'm really happy with the latest bit of information. Вот как надо на ровном месте поднимать деньги. 10-минутная экскурсия, 18 фунтов. 18 фунтов это сколько? На 8? 1500? Да, ну примерно. Около 1500. Да ничего. Жалко, что ли, для сэра Исаака Ньютона-то.
Ну, как вы уже там слышали, да, что дом перестроен. Его реальный дом стоял на этом месте. Та половина дома. Ну, как-то так вот. Ну, место, да, место то. Вот географически это то самое место. То есть вот он видел вот эти вот луга, эти склоны, холмы. И все. Интересно. Написано, это район, где соседи следят друг за другом. Поддерживается полиция Линкольншира. Вот такие вот дела. Не друг за другом. Но в том числе и друг за другом. То есть, если ты пока не косячишь, ты друг, сосед, товарищ и брат. А как только ты начинаешь косячить, то ты все, преступник. Вот интересно, такая лужайка выстриженная. Наверное, здесь какие-то мероприятия проводятся. Иначе зачем ее в таком состоянии держать? Я хочу здесь жить. Ты хочешь здесь жить? Это у тебя Что? временное желание. И Думаешь? я же тебе уже объяснял, что не следует путать туризм с эмиграцией. Это совсем разные вещи. Пойдем вперед. Там какая-то церквушка должна быть. Но здесь уже новые дома, видно, что. Ну вот так вот. Эх! Скажи же. Да скажу же. Смотри, как вот прям ух! Я Ну, бы здесь недельку-другую пожила. да недельку-другую, не вопрос. И месяц можно пожить. Прям так. Пожалуй, надо на лето сюда переезжать. На лето переезжать Надо сюда? Купить дом, Купить переезжать дом на лето? да. Ну, те же сказали, дом стоит здесь коттедж, вот в 300 котором мы, тысяч. 300 тысяч фунтов, да. А арендовать не, можно арендовать. на Нет, лето. арендовать нормально на лето. Жить? Отлично. У него получается 900 евро аренда коттеджа, 240 евро это всякие налоги, вывоз мусора там и прочее, прочее. И электричество, газ порядка 80 евро. То есть, ну, такой большой не обязательно коттедж, можно поменьше. Я думаю, что там в 1000 фунтов. 1000 фунтов можно со всеми налогами вполне уложиться. И Решено? решено. А я тут при чем? Нет, я про себя А, говорю. ты про себя? А ты тут при У чем? меня столько денег нет. Я столько, как ты, не зарабатываю. Кто на что учился? Ручеек. Сделанная набережная, чтобы земля не осыпалась. Выстриженный газон. Домик. Мостик. Эх. Как это все чудесно. Скамеечки, урны. Кстати, здесь, судя по тому, что стоят урны около скамеек, террористов никто не боится. Public footpath. Публичная дорожка. Деревья такие. У нас еще снег только недавно сошел. Тут уже все тепло. А, это СИП. А то думаю, что-то в деревьях провода. Но смотрите, сделано вроде бы просто все. Но так же, как я не скажу, что здесь такой высококачественный асфальт и прочее разное. Но продумано. То есть в обязательном порядке водосток, поребрик. И вот это достаточно для того, чтобы асфальт не разрушался достаточно долгое время. Ведь там же, например, нету поребрика, нету водостока. Вода раз попадает под асфальт, вспучивает, маленькая каверна и дальше разрушение, ремонт и прочие прелести. А сделать чуть-чуть дороже на начальном этапе и все. И проблема автоматически решена. Вот почему у нас так не делают, а? А это же какая-то церквушка, судя по всему. Пойдем с той стороны зайдем. Ну вот церковь и баптистская, при церкви кладбище. Умер 13 чего там, сентября 10 года. — 1882 старая. И ничего, как-то никто не пытается его снести, хотя вроде земля дорогая. В 1884 63 года, в 879 еще кто-то. Ну то есть кладбище уже, это ближе к входу, это наверное более ранняя могила, а там дальше
более старые должны быть, наверное. Сейчас посмотрим. Да и судя по памятникам, да, они такие уже старые. Вот, кстати, единственная оградка, похоже, здесь. Больше нету нигде. Интересные памятники в виде грубиков. А вот там новенькое что-то, да? Интересно. Вороны. Я не могу года найти на старых. Они так все забито. Какой год? Какой? 59-й. Люблю на старых кладбищах ходить. Как-то так. Успокаивает. Хотя лично для себя завещал кремация. Никаких кладбищ. Так, церковь открыта. Визитерам, пожалуйста. Старая церковь. Интересные решетки такие на полу. И орган свой. Церковь, большая свечка. Почему? Тут так вот сломаешь. Но это район новых домов. Хотя они сделаны под старые дома. То есть вот. А тут интересно, у многих коттеджей свои собственные имена. Там, например, мы сейчас проходили коттедж Honeypot, горшочек с медом. Коттедж. Потом мы живем в Farmer's Cottage, фермерский коттедж. Ну, интересно так. Тут я опять возвращаюсь к вопросу важности мелочей. Ну, поставили кирпичный забор, и в обязательном порядке нужно его закрыть сверху, чтобы атмосферные осадки не попадали в него и не разрушали изнутри. И можно сделать железом, ну так, дешево и сердито. А можно сделать вот такими вот керамикой. То есть это обожженный камень, специально сделанный для этого забора, специально покрытый, дорого, но служить будет очень долго. И я считаю, что вот это правильный способ сделать один раз и хорошо, чем много раз, но дешево. И поэтому, делая винтовки, я тоже стараюсь придерживаться этого. То есть, если можно сделать деталь на фрезе, сложную, дорогую, но ее функционал и надежность будет выше, то я предпочитаю делать ее на фрезе. Пасторальная такая картинка. О, это малина? Или нет, это роза или шиповник, что-то такое. А какие запахи-то прямо, одуряющие совершенно запахи. Посреди деревни вот такой стоит обелиск в память о погибших в Первую мировую и во Вторую мировую войну. Покойтесь с миром. Все. Обратите внимание, какой совершенно шикарный забор. Прям, ох, и меня это прям в экстаз приводит. Насколько вот с любовью все это сделано, аккуратно выложено. И забор старый на самом деле. То есть дом новый, видно. Кстати, вот собственно имя Mill Lane Cottage. Дом новый, но видно, что забор был старый, они его оставили. Сохранили. Может быть и перебрали его, но вот как он был. Чудесно совершенно. Великолепно.
Ну, вот это, похоже, старый дом. Он может быть обновлен, перестроен немножко, но он старый. Ну, то есть вот старый забор видно. И он так, здесь дорога поднята. И крыша. Посмотрите на крышу. То есть это черепицы. Ну, судя по просевшим стропилам, по просевшему коньку, ну, там уже далеко за 100, если не за 2. И все это стоит, вот только водосливы новые поставили, все это работает. Это опять же к вопросу о том, как надо делать качественно. Ну, окна они поменяли, понятно, может быть, расширили окна. Ну, они сохраняют и берегут все, что было до них. И интересно, прямо рядом с дорогой. Там раз, узкий тротуар, ты идешь и прямо в окна смотришь людям фактически. Вот, все очень просто. Я думаю, в России это тоже будет работать. С курением же поборолись и победили. За собачьи какашки на улице 500 фунтов штраф. 500 фунтов это 40 тысяч. Отлично! И самое главное, работать будет. Даже если с одного из 100 этот штраф снимут, остальным 99 этого будет достаточно. Кстати, очень многие иностранцы говорят, что они смотрят Russia Today. Реально, многие и в Европе, и в Америке. И они говорят, что они верят Russia Today гораздо больше, чем их СМИ. Могу поздравить журналистов Russia Today с большим успехом. Им верят. Я не знаю, буду ли я включать это в фильм или нет. Но снять не могу. Да? So your bag's been put on another train Yeah, we had the information. They've just called me now. 13:31 it arrives, the train. So just go see the 20 train minutes manager. more, Yeah, 20 minutes. Thanks. So Thank the you very train much. manager Yeah. will that. Thanks. Ну, кто говорит по-английски, я думаю, уже понял все дело. Оксана... Чё? А все почему? А все почему? Потому что я ненавижу помощников и тех, кто пытается мне в чем-то помочь или сделать, попытаться сделать лучше. Не надо трогать мои вещи. Оксаночка очень умная. Она умная, она красивая, она самостоятельная. Ну, блин. Прелесть какая дурочка. Прелесть какая дурочка. Забыла свой рюкзак. Я не забыла, его Shut up. переставили. Забыла свой рюкзак на скамейке на вокзале, а в рюкзаке ноутбук со всеми ИЦПхами, которые нужны для работы, а паспорт. То есть она не может улететь. Кошелек, у нее нет денег. Нет, у меня одна карточка с собой. Одна карточка. В общем, хорошо, в Англии очень добрые, отзывчивые люди. Они нашли рюкзак, они передали его на следующий поезд. И нам на Кингс-Кросс надо будет подождать всего 20 минут прихода следующего поезда. И там будет рюкзак. Надеюсь, с кошельком, с паспортом. Главное, чтобы там мне пофиг на кошелек. Паспорт нужен. Хотя отличный вообще шанс остаться жить в Англии подольше. Бомжевать. Без паспорта и без денег. Меня только что сказали welcome, anytime. Ну это же просто английская вежливость, ты понимаешь. Мне пофиг, я-то русская, я приеду и останусь. Значит, мораль сей басен такова. Какие бы умные и красивые не были, следите за своими вещами. Не надо трогать чужие вещи. Зачем бы? У меня все стояло в одном месте. Оправдывайся. Чемодан, рюкзак, сумка. Да. Кто переставил? Правда, я не знаю, это не я был. Нет. Тот же, кто разбил мой телефон. А, да, у нее еще телефон разбили. Что-то как-то Англия тебя не ласково встретила. Тонко намекает. Да, пора домой. Недостаточно ты миллионер еще, чтобы здесь оставаться. Не как Абрамович и прочее. But it's called the Batman because of the colors of the. Yeah. Two colors. Because you also have the Pepsi now. Pepsi is the blue and red. Good. Okay, I never know. Now I know. Yeah, take good care of that watch. А вот я тут пока выбирал парфюм, мне сказали, что у меня, оказывается, часы, которые стоят не меньше 15 тысяч фунтов, потому что они крайне редкие
и они статусные, и типа их только випы носят. А я тут, я такой вот весь в этом. Ну ладно, вип значит вип. Итак, мы в аэропорту Гетвик. Готовимся к вылету на родину, в Питер. Сейчас 16 часов, вылет 17:10. Где-то минут через 20, наверное, будет объявлена посадка. Мы узнаем, какой гейт, и пойдем на самолет. И я хочу сказать, что после недели пребывания в Англии мое мнение об этой стране очень сильно изменилось. Я, откровенно говоря, ее воспринимал другой. Не знаю, как это описать, у меня было какое-то предубеждение против этой страны. Не знаю, с чем это связано. Может быть, с пропагандой, которой мы все подвержены в той или иной степени. Может быть, с каким-то моим... Не могу сказать, но могу сказать точно, что мое мнение о ней изменилось в лучшую сторону. И мне очень нравится эта страна, мне понравился Лондон, мне понравился деревни, где мы были, маленькие городки. Мне понравились люди. За исключением вот этого мудака на паспортном контроле, который испортил впечатление от первого дня своей тупой какой-то придиркой, никаких проблем не было. Очень вежливые, очень хорошие люди. И я сюда хочу вернуться, и я сюда вернусь. И я хочу изучить эту страну, я хочу проехаться по ней с севера на юг, с запада на восток, чтобы узнать как можно больше о ней. Рекомендую, крайне рекомендую. И я сюда еще обязательно вернусь. Всем спасибо. Надеюсь, что видео было интересным, несмотря что оно было долгим. Но мне понравилось его делать. И я надеюсь, вам понравится его смотреть. Спасибо. Увидимся в России. Пока. Правда страшно. Ладно, успокойся. Командир корабля объявил аварийное снижение. Летим вниз очень быстро. Успокойся. Хорош ныть. Просто надо было быстро потерять высоту. Сейчас, видишь, переходит нормальный режим. Дамы и господа, мы заняли безопасную высоту, можете снять маски. Просто, может быть, на встречном курсе был самолет какой-то, поэтому аварийное снижение. Как тебе аттракцион? Понравился? Понравился? Не понравился. Но шли вниз достаточно быстро, высоты потеряли, ну, прикидочно, 2,5–3, наверное, за минуту, за полторы. Давление очень сильный перепад в салоне. По ушам бьет хорошо. Ну, так, нормально. Скорее всего, на встречке кто-то был, или, ну, эшелон. Жить хочется? Хочется. Все в порядке. Не хочешь, чтобы я тебя послала в прямом эфире? Не хочу. Не трогай меня. Не трогай тебя. А она, оказывается, не железная, она боится. Ладно, пока отключаюсь, посадку сниму. Мы на глиссаде. И я тут прикинул, подумал, что, наверное, все-таки была проблема внутри самолета, потому что у нас очень сильно менялось давление внутри салона. И то, что командир говорил про маски, наверное, была предпосылка какая-то к разгерметизации салона. И еще что странное, заметил, мы еще на высоте до того, как начали пикировать, почему-то была механизация крыла включена. То есть были выпущены
предкрылки, это которые обычно выпускаются при торможении на посадке. Вот сейчас они не выпущены. Сейчас только закрылки выпущены. Ну вот мы на глиссаде идем ровненько, плавненько. Касание. Я же сказал, что все будут хлопать. А ты еще не хлопаешь. Ты же больше всех боялась. Интересно, народ в самолете вел себя достойно. Дамы и господа, наш самолет совершил посадку в Санкт-Петербурге, городе-герой Ленинграде. Аэропорт Пулково, терминал 1. Вон пожарки стоят. Температура воздуха плюс 6 градусов по Цельсию. В интересах вашей безопасности просим вас оставаться на своих местах застегнутыми ремнями до выключения табло застегнутых ремней. Пожалуйста, при выходе из самолета не забывайте свои личные вещи. Обращаю ваше внимание, что первыми к выходу приглашаются пассажиры класса бизнес. Уважаемые гости, нам было очень приятно принимать вас сегодня на борту нашего самолета. На большой высоте. Наш экипаж от всей души благодарит вас за полет авиакомпании «Россия». Будем рады новой встрече с вами. Всего доброго. До свидания. Ladies and gentlemen, welcome to St. Petersburg Pulkovo Airport Terminal 1. The temperature is plus 6 degrees Celsius. To ensure safety, please remain in a seat with your seatbelt fastened. Мы тормозим очень долго. Странно, да? Ну смотри, мы катимся и катимся. То есть он не тормозит, реверс не включил. Вот еще это. Реверс не включен, тормозим только тормозами. Там, похоже, с двигателем проблема была. И народ меня порадовал. Никто не орал, не визжал, никакого «А, майн гад» и прочей ерунды. Спокойно сидели. А после того, как мы в горизонтальный полет перешли, такой оживляж легкий по салону пробежал. Молодцы русские люди. Пока все. Но мы все еще не остановились. Он реверсом не тормозит. Тормозит только тормозами на колоде, на шасси. Все, катимся. Это уже третья предпосылка с Аэрофлотом за последнюю неделю. Как-то угнетает. Ладно, пока все.